Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится до конца года? До конца 2025 года. Давайте с вами узнаем. И последние месяцы уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее. Что изменит вас? А что изменит вашу жизнь? Давайте узнаем. И на картах старинного цыганского пасьянса мы узнаем, на пороге каких событий вы стоите. Именно события нам больше рассказывают карты, маленькие карты с рандомными значениями. Никогда не знаешь, что там совпадет и выпадет. Но это те кульминационные, важные, может быть, ключевые события, назовите как угодно, которые, ну вот как ничто не происходит случайно. Все зачем-то вам нужно. Какие-то, может быть, прежние дела, заботы, задачи, вопросы тут могут нам вернуться. Раньше было невозможно что-то осуществить, а теперь с возможностью. Да, особенно для вас, мои дорогие. 9 ноября Уран вернется на время в ваш знак зодиака, напоминаю, где пробудет до 26 апреля. Для вас особенно это коридор возможностей. Все никак не напишу статью, но думаю, напишу. Это правда. Уран, если он вас там многое что разрушил у кого-то, или вообще вы оказались в другой точке мира, и вы даже прежде, еще, может быть, до где-то в 2017, 2018 уже начал запускаться вот этот механизм перемен, ну, Уран, потому что входил в ваш знак зодиака. И вот эти перемены начались, это был для кого-то очень сложный период жизни. Вот теперь мы понимаем, для чего это было нужно. То вот с 9 ноября по 26 апреля для вас Уран будет теперь порядок, как помогать вам наводить в своей жизни. Итак, давайте узнаем, что же там за события, что спешит на ваш порог или на пороге каких событий вы стоите, с чем будут связаны. Ну вот, например, новость. Молния, молниеносное известие. Причем молниеносное известие, которое касается, может быть, вашей семьи. Возможно, это информация, которую вы слышите. Или какая-то возможность появляется. Ну, разные бывают молнии. У кого-то это новости от ваших близких или родственники, или те, кто, ну, как ваше ближайшее окружение. Я должна сказать, как и ближайшее окружение, так и далекое. До конца 2025 года время строить правильные социальные связи. Это те люди, которые, пусть даже прежде, мы можем прийти к выводу, что нет, этот человек, даже если вы пытались или хотели расстаться, или уже сделали какие-то выводы, то до конца 2025 вы можете тут пересматривать. Тут дело не в картах. Планетарные транзиты как раз, с одной стороны, вот этот вот Плутон достает скелеты из шкафа и показывает вам, демонстрирует что-то, вот как пространство через события вам возвращает какую-то прежнюю ситуацию и спрашивает, а зачем тебе это было нужно? Зачем тебе это сейчас? И если мы видим, что, а нет, тут мы можем что-то переиграть, не теряйте даром времени. Тут, правда, для себя сделать какой-то очень хороший жест. Или, может быть, это касается документа. Ну, знаете, так вот наотмашь от чего-то не отказаться. Будьте внимательны к этому периоду, потому что для вас, может быть, он очень таким, знаете, знаковым для вашего благополучия. И мы не всегда ведь предполагаем, каким образом к нам придут возможности. Вот именно возможности к вам приходят, и посмотрите, открытый путь, ключ. У кого-то это дорога. У кого-то это как жизненный путь. Чем вы будете заниматься, да, вы будете планировать. Идем дальше. У кого-то очень дальний путь. Переезд. Может быть, и сама по себе дорога, сама по себе активность. Много перемещений, даже каких-то недалеких, может быть. Мы все разные, правда? И тем не менее, у кого-то сначала в разведку дорога, а потом и переезд. И это где-то тоже с планетарными транзитами совпадает. Вы тут многое можете сами как переиграть, переначить. Раньше вы, может быть, и не видели, зачем это было нужно. Но вот теперь Уран, который вернется, пусть это в ноябре будет,
Но где-то это ведь не берется вот из ниоткуда, из пустоты. А тут будут, скорее всего, те события или дела, которые уже прежде вы ими занимались, они вам знакомы. Но вот именно с позиции переиграть, переформатировать, реконструировать, адаптировать к тому, что есть, и организовать по-новому, это ваше все. Вам тут зеленый свет. Точно зеленый свет, смотрите, по судьбе. В самом конце нам выпадает. А еще у вас выпадает корабль, один из символов Меркурия. Будьте внимательны к информации. Даже информация к вам, которая поступать будет до конца года, вам ее нужно переложить как-то на себя. Она не просто так пришла. Но, в принципе, это исполнение желания. Не всех желаний одно, потому что в нашем пасьянсе тут есть разные значения. Но сами по себе это какие-то перемены добрые. А не отказаться я все-таки вижу. Вы люди надежные, вы любите, чтобы для вас было ясно, понятно. Вот, наверное, Уран-то как раз и трансформировал вот это ваше отношение к жизни, когда мы не застреваем в одном моменте, не поставим что-то более важное ради того, что нам кажется сейчас стабильным. Ну, вот оглянитесь немножко назад. Явно то, что вы, может быть, еще 10 лет тому назад думали, что ну вот это стабильно. А вот с 18-го года все пошло наперекосяк. Вот Уран и учил, что ты тут больше ориентируешься на что-то новое. И в последующем Уран будет в Близнецах, а у вас во втором доме гороскопа. У Близнецов в первом. И, то есть он никуда не ушел, он переместился из вашего первого дома во второй дом, который отвечает за финансы. Поэтому все то, что было или происходило предыдущие 7 лет, с 26 апреля, у вас это будет, ну, касаться где-то финансовой сферы. Поэтому тут, правда, от чего-то не отказаться. Вы уже люди опытные, вы знаете, как там этот Уран работает. Поэтому для себя все бонусы максимально как-то подмечать, ни от чего-то не отказываться, аккуратные шаги делать. Но вообще, вы посмотрите, тут у вас что-то интересное выпадает. Вы знаете, я вот должна сказать, для кого-то это может быть выход из одиночества. Вот я смотрю по всем картам. Есть такое вот в нашем пасьянсе, почему я так говорю, когда значение крест совпадает с листвой, иногда это означает одиночество. У вас как бы листва, ну вот она такая вот вроде и близко, но она расположена тут далековато. Поэтому для кого-то вы завершите свой сольный вариант. Или решитесь на это, мои дорогие тельцы. Вот такие важные события, да, спешат на ваш порог. Добрые события. Вам понравится, потому что, как и какая-то активность, в конечном итоге это исполнение пусть одного, но какого-то важного желания, которое для вас означает перемены. Но вот самое главное, наверное, как по Урану в вашем знаке. Вот вам пришло время буквально до 26 апреля заниматься только тем, что для вас вы сочтете нужным, потому что на вас по привычке будут оказывать какие-то силы внешние, может быть, это связано даже с личной жизнью или на работе. Телец надежный, хороший такой и друг, и работник, можно взвалить на него там вагон и маленькую тележку. Вот нет, как-то правильно научиться говорить «нет», иначе вы потеряете даром время. Вот девушка наша, которая дзен свой собственный сохраняет, а 7 жезлов, ну, буквально пытаются достать. Мои дорогие тельцы, не позволяйте достать. Это не значит, что мы кому-то что-то доказываем. Мы просто, ну, если нужно, как отходим в тень, уходим от нам ненужных или нам, ну, как бы мешающих вопросов. Окружение пересматривать. Итак, давайте узнаем дальше, все же до конца года, что для вас прояснится. Достанем 3 основные карты, потом мы их раскроем. Что прояснится до конца года? Что уйдет, что вы завершите сами или от чего сами откажетесь до конца года? И что будет дальше, или что нового войдет в вашу жизнь, или что будет дальше вами продолжено. Итак, так что же тут прояснится? Вот какие-то ваши внутренние страхи.
Вам придется себя переформатировать в первую очередь, отношение к чему-либо или к кому-либо. Вот раньше, может быть, вы, с одной стороны, этот Уран, который вас нарепетировал, вы теперь более так смело смотрите в будущее. Ведь по этой карте, посмотрите, девушка, она нам показана в одной, как будто в одном пространстве, в одной местности. А то, что она видит через зеркало, это совершенно другое. Вот искаженное восприятие по этой карте. Поэтому, что прояснится? Те вопросы, по которым была путаница. И, может быть, вы даже думали, что, ну, все, это конец. А тут не конец. Вы поймете, что нет. Я как-то... Кстати, по этой карте вы можете, и даже это было бы правильно, признавать собственные ошибки. Потому что вам пространство будет возвращать, я уже говорила, прежде не было возможности. А может быть, эта возможность и была, да вы ее не увидели. Вот здесь вы можете что-то переиграть. Что это означает? Что же прояснится? Да тут очень добрая карта, я ее очень люблю. Шестерка мечей, потому что это всегда карта будущего. Это карта заслуженного успеха. Это тот успех, который, ну, понятно, это мы должны еще какую-то стезю нашу судьбоносную пройти, но в конечном итоге успех-то мы получим. Искусство первого шага и, конечно, мужество. Но это, знаете, как мы уходим от безжизненного берега, от каких-то разрушений, от разочарований. Это нас, безусловно, и вдохновляет, нам это интересно, мы хотим это продолжить. Это карта перемещения, что прояснится, какая-то поездка прояснится до конца года. Может быть, это вы куда-то поедете до конца года в разведку, я уже говорила, а потом надумаете переехать полностью. Вот какая-то ваша задумка или по части работы. По этой карте мы учим. Кто-то учит языки, кто-то учит язык программирования, кто-то как настраивает, может быть, монетизирует свое творчество или дополнительный доход, умение работать или возможность работать из любой точки мира. То есть вот этот успех, вы его складываете сами путем аккуратных шагов. А для кого-то это именно будет связано с поездкой, прояснение некоторых вопросов. Что еще прояснится? Может быть, вы думали, еду, не еду. Ну вот, наверное, этот вот огонь внутри, в душе, в вашем сердце, ваше желание. И не случайно семерка жезлов у нас переворачивалась. Вот по королеве жезлов ее многие уже достали, будем говорить. Ведь это прообраз того, кого жизнь ставила много раз на колени. Вот какой-то многократный опыт собственный через ошибки. И теперь она уже не хочет эти старые грабли навредить себе. Поэтому она никому не обещает ничего, прежде чем не скоординировала собственные планы. Вы измените отношение к жизни. Может быть, вы измените даже свои в плане обещания или взятия обязательств. Все же по этой карте жезлы – это дела, работа, бизнес, откуда к нам приходят деньги. Вы поставите самих себя, точнее, на первое место в хорошем смысле. Здоровое честолюбие по этой карте идет. И именно ту вашу задумку и мечту, которую вы хотите осуществить. Если раньше вы, согласились на какую-то многозадачность, то теперь нет. Основная задача, может быть, кому-то сказать красиво «нет». Или уйти от взятия вот этих обязательств. Вам это будет помогать продумать что-то. Работа с информацией правильно идет по этой карте со знаком плюс и правильное распределение деньгами. Значит, дела, работа, бизнес, переезд и финансовая какая-то тема будет у вас проясняться. Ух ты, карта победителя. Ну вот все то, что я сказала, в конечном итоге победа. До конца года будет у вас в какой-то вашей сфере, которая касается работы, достижений и ваших амбициозных планов, будет победа. А у кого-то состоится, может быть, и маленькие какие-то перемещения, поездки. Иногда по этой карте подписаны какие-то важные договоры, все-таки мечи. Или вы найдете нужную вам информацию, как поступить. Конечно, я допускаю, что кто-то переиграет, собирались ехать в одно место, а здесь... Примите во внимание, что нет. Дальше я рассмотрю новый вариант по шестерке мечей. Может быть, с учетом восьмерки мечей тоже, потому что раньше была путаница, было искаженное восприятие, вы что-то не решились, а тут вы, знаете,
И еще раз что-то можете переосмыслить. И, кстати, к этому можете получить еще какую-то дополнительную информацию. И поймете, что, а нет, вот самое время мне сейчас как раз что-то и начать, и потом продолжить. И, кстати, я только что заметила, мои дорогие, в нашем пасьянсе мы можем складывать по горизонтали и по вертикали. У вас выпадает еще и корона. Корона – символ власти. Поэтому приготовьтесь. Правда, согласований будет каких-то много. Это как сильный мира сего, или пусть это провластные структуры, или это вопросы, которые касаются юриспруденции, назовем это в общем. У кого-то, я допускаю, могут быть и вопросы в судах, но значит, вам это тоже подвести к какому-то знаменателю будет хорошо, и у вас это, главное, получится. За этим максимально что-то делайте по закону, и тогда вас закон буквально бережет. Но ведь корона – символ власти, да? Это не только структура, это и ваша власть. Это как возрастание вашей роли, мои дорогие. И поэтому какие-то ваши продуманные действия, они предполагаются. Ну, вот как-то так. Ладно, ну, победа будет. Давайте вторую карту откроем. А что ж там уйдет? Или от чего вы откажетесь сами? А что это такое уйдет? Аркан силы вообще-то. Ну, вы знаете, сложно сказать. Давайте посмотрим, это по какой. Тут наоборот, это чаще всего, ну, где-то и дипломатия, а энергетика, как у мага, что это уходит. А это, знаете, будет что? Понятно, не сила уходит, а вы тут что-то переигрываете. Это факт. Ведь это старший аркан. И это значит, может быть, уходят какие-то внешние события, которые были прежде, да? А в вашей власти не было что-то осуществить. Вы что-то долго ждали. И в итоге вы, может быть, от чего-то отказались. Вот здесь вы отказываетесь от какого-то бесцельного ожидания. Вы здесь отказываетесь, может быть, с учетом аркана силы. Давайте-ка я достану дополнительную карту. Я-то больше вижу, что вы здесь можете, знаете, то, что раньше вам не удалось, а здесь вот может получиться, да? Давайте мы узнаем, так что же это уходит? Ну да, всегда по аркану страшный суд, это уже какая-то хорошо знакомая тема. Она уходит, ведь это карта возрождения. Возрождение и как с новыми силами. Здесь как будто нет вообще элемента прошлого вот в этом. Вы, видимо, ну, может быть, за период Урана уже с чем-то успели или с кем-то проститься. Хотя я могу предположить, что уходит ожидание. Вы можете и сами, кстати, да, если тут будет, скорее всего, мои дорогие тельцы, вы сами, с учетом аркана силы, будете наводить порядок в своей жизни. Скорее всего, вам не захочется ждать, к примеру, того, кто не приходит. Или когда даже меня смотрят люди из разных стран, какая-то грустная ситуация, тем не менее, для вас означала ожидание. Теперь вы понимаете, что да нет, нет смысла ждать. Нужно все равно идти вперед. Жизнь диктует свое. Тут вы отказываетесь сами именно от ожидания, которое ни к чему не приводит. И для вас это избавление от боли, избавление от страданий. И уже и есть какая-то перезагрузка и возрождение. Так что уйдет, от чего вы откажетесь сами. А я вам скажу, что уходит. Ну, видите как, это не то, что само уходит, а вы сами с этим прощаетесь. Поэтому аркан силы. Нам ведь говорят о том, что здесь, да, какие-то внешние события будут, но именно ваше основное решение будет иметь значение. А по пятерке мечей это недостаток. Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Вот это уйдет. Что еще? Ну, это, видимо, знаете, получение денег. Кстати, девятка чаш. Вы получите деньги, будьте внимательны. Вам эти деньги говорят. Вот почему аркан сила. Правильное распределение. Ведь это всегда баланс. Карта силы – это в первую очередь карта баланса. Поэтому баланс не должен уйти, будем говорить. Вас, наоборот, где-то вам дает пространство, возможность с чем-то определиться. Вы получите деньги. Ну вот смотрите.
Видимо, вот это возрождение вы можете испытывать, как на пороге я стою, и меня как будто, ну, так немножко штормит, да? Это как вот вы входите в помещение, где открыто, допустим, окно, и вот вы стоите на пороге, дверь тоже открыта, вы еще не прошли вперед, и вот этот сквозняк, мы можем чувствовать и думать, что, а что ж там такое впереди, что создает вот этот воздушный вихрь, да? Мы где-то замираем. Но замирать тут нельзя, тут вам придется с чем-то определяться. И от того, как вы определитесь, и именно с финансовой ситуацией, у вас будут, я вам скажу, до конца 2025 года какие-то подвижки по части финансов. Но это вот как раз, видимо, финансовая какая-то сфера перед окончательным переходом Урана во второй дом гороскопа, а как раз период до 9 ноября, все то, что у нас проходило за предыдущие 2,5–3 месяца по финансам, мои дорогие, это для вас могло быть подсказкой, как последующие 7 лет будут развиваться события или чему вы будете больше уделять внимание. Может быть, для большинства из вас вот как раз и высветились некоторые вопросы, которые связаны либо откуда к вам приходят деньги или имущественного порядка. Может быть, это вопросы дома, жилья. Это тоже мы в целом можем свести где-то к сфере финансов, то есть имеет цену, стоимость какую-то. Вот вам тут нужно правильную перерокировку какую-то произвести. Вы будете словно стоять на выборе, и мы все разные. Вот победа идет, да, идут сами по себе возможности. Будут и деньги до конца года. Но вы вот в этом вибрирующем значении или, знаете, как вот на этом пороге, я надеюсь, меня понимаете, вы должны будете сделать какой-то очень правильный выбор. Вы можете, я не скрою, кто-то неправильно потратит деньги, и тогда вот будет 5 пентаклей. А для вас, мои дорогие тельцы, задача перезагрузки. По рыцарю пентаклей, внимание к деталям. Большое видится на расстоянии, но, надо сказать, по этой карте это марафонский забег лет на 10–20. Вот где-то вы строите свое благополучие, даже это может быть не 7 лет, а какой-то далекий период времени. Но строите так, знаете, как кирпичик к кирпичику. Уран словно дробит финансы. Не случайно у нас тут рыцарь, и вот за ним множество таких пентаклей тянется, да? Так вот у вас может быть пересмотр как из нескольких источников дохода. Ну, вот такой момент, да? Откуда к вам приходят деньги? Я тут вижу, что вам нужно, несмотря на то, что вроде бы как деньги вы и получаете, и вам кажется, ну, я вроде решил какую-то ситуацию, а для вас это нужно сразу переложить в какой-то прогресс, но никак не потратить. Подумайте, мои дорогие тельцы. Давайте, а что же будет нового или что будет дальше? Вот, кстати, что будет нового? Обновление отношений. Ведь это карта дружбы. Поэтому для тех, кто в паре, это вы можете даже, к примеру, если вы семья, вдруг вы задумаете, кто-то задумает поездку, переезд, кто-то задумает бизнес семейный организовать. А для кого-то из вас, если даже прежде была какая-то пауза в отношениях, то тут все равно, я вижу, могут быть продолжены отношения. И для кого-то из вас это будут, пусть отношения даже дружеские, да, ведь эта карта в первую очередь дружбы. Но иногда у нас и дружеские отношения, почему нет? И в парах есть, и в семейных парах, потому что страсть, она проходящая. А вот интерес, да, или дружеское общение – когда мы не просто воспринимаем как источник, энергию, может быть, приятных эмоций, а когда нас соединяет еще, когда мы видим одно направление, да, ведь это очень важно. Вот что-то подобное, да, может быть. Как карта всегда по шестерке кубков– это связь с прошлым. Иногда говорят ностальгии карта, а позицию мы спросили, что нового будет. Вот здесь идет обновление. Обновление чего-то, обновление по работе, того, что вы сочтете нужным продвигать, чему уделять внимание. Может быть, это то, что вам хорошо знакомо. Вы будете явно что-то продолжать, но в новом контексте. И точно так же это касается у кого-то личной жизни. Давайте мы еще спросим. Вы будете на выборе, мои дорогие. Как будто выбор делать придется. Важно не замечтаться. У кого-то вот буквально с императором. Ну, может быть, это, знаете,
был период сложных отношений у кого-то. И вот этот император, может быть, это как дома у кого-то император, словно генерал на параде, отдает указания, кому маршировать, кому куда идти. Нельзя расслабляться, вот о чем нам больше говорят карты. Потому что любовь, взаимоотношения, здоровые отношения — это не приложение к какому-то домашнему интерьеру. Поэтому вам, скорее всего, придется некоторые, по крайней мере для некоторых, вам придется перестроить даже отношения уже в паре. Для кого проигрывается вот этот генерал или император дома, мои дорогие. И даже если вы с чем-то не согласны, ваша сила, ваши успехи нарастают. Значит, себя не поставить на второе место, а именно быть на равных с этим императором. Но я вижу так. А для кого-то что нового? Какие-то важные согласования по части недвижимости или какие-то важные документы. Вот тут у вас могут быть, знаете, для кого-то из вас очень важные отношения. К концу года вы можете, если прежде вы встречались, может быть, и проживали вместе, все же две карты, которые, знаете, о структурах, о власти, о порядке, о традициях. И традиции, и власть по императору, и традиции особенно, да, ну и где-то оформление. Идут по аркану Иерофант. Вот кто-то в личной жизни надумает таки все же заключить, ну, может быть, брачные договоры или оформить юридически ваши отношения. Конечно, меня смотрят люди разные, у кого-то тут будет обратная ситуация. Если отношения утратили былую привлекательность, вот тогда, кстати, тоже вот этот дуплет будет говорить, что если ты не оформил юридически, то, скорее всего, тельцы могут задуматься о том, что нет, надо как-то подвести это красиво к какому-то итогу. Две карты, которые тоже говорят о своего рода перезагрузке. И чем больше вы сделаете согласие законов, может быть, оформите каких-то бумаг, документов. Тут может быть любая сфера жизни. Для кого-то это будет касаться денег, в том числе и работы, ваших планов. У вас много таких знаковых арканов выпало, мои дорогие. Есть тут и что-то новое совершенно, да. Многое вашей власти. Но есть еще и не только вашей власти. И от вас потребуют как и выбора, так и дипломатии, мои дорогие, правильного распределения денег, ну и, наверное, договоренностей и юридических согласований. Будьте к этому готовы. А давайте мы достанем карту совет. Что нам до конца года посоветуют для тельцов? Наверное, все то, что я говорила по части вот этих карт. Стройте ваше благополучие. Человек ухаживает за деревцем. Это как, знаете, мы зернышки посадили, вот теперь это или зернышко, а в итоге корешки образовались, и мы строим, выращиваем, точнее, ухаживаем за нашим благополучием, за денежным деревом. Но есть какие-то темы, которые перейдут явно в 2026 год. Да, дайте возможность самим себе от чего-то не отказаться и, может быть, правильно что-то закончить, прежде чем что-то правильно начать. Вот есть такая подсказка. И скорее, если это касается документов, значит, тоже должно все быть приведено в баланс. Скорее всего, вам придется, мои дорогие, по некоторым бумажным делам дождаться, ну, как согласований. И как только, поверьте, тут всему свое время будет, есть такой элемент. Поэтому тут мы что-то ускорить явно не сможем. Но это не значит пустое ожидание. У вас будет активность и период «Будь здоров». Но если вот именно по бумагам быстро что-то не подписывается, быстро что-то не согласовывается, вы знаете, все равно придет в конце концов вот та весть, когда документ готов, когда вы что-то осуществите, и буквально сразу ваша жизнь как на новый виток реальности выйдет. Но тем не менее, может быть, вот это ожидание, связанное с документами, я, по крайней мере, вижу. А для кого-то из вас это еще и будет касаться и личной, кстати, жизни, да, вы что-то будете обдумывать, или какое-то предложение. Вы знаете, много будет усталости. Вам будет очень важно, мы с вами так вскользь говорили, максимально сконцентрироваться на ваших собственных задачах.
И, может быть, вот, кстати, финансы не потратить. Уставшие люди делают ошибки. Вам нельзя соскользнуть, ну, даже вроде на добрые какие-то эмоции, потому что, вот, мои дорогие, я тут вижу, вы можете совершить ошибку, когда вы, ну, на таком позитиве вложитесь во что-то или кому-то не откажете. А мы ведь не можем просчитать, что будет дальше. Я вижу, что это могло бы быть ошибкой, потому что в последующем вам деньги, грубо говоря, самим пригодятся для чего-то. Марафонский забег, он всегда заставляет задуматься. И где-то так придержать немножко финансы. Ну, вот а на эмоциях мы как раз можем или кому-то что-то одолжить банально, или подписать документ, взять на себя какие-то обязательства, или когда мы что-то приобретем, а потом резко изменится обстановка, и мы понимаем, да зачем я это купил или купила. Вот что-то такое, потому что едва уловимое, мелкие арканы. Вот все мелкие арканы, вот эти, да, как в совете. И все зависит от вашей силы, от вашего умения. И я тут больше вижу, что, ну, знаете, как ляпсус какой-то не сделать по финансам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. А я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.